Что если бы вы могли увидеть океан глазами большой белой акулы? Ученые из Университета Западной Австралии прикрепили миниатюрную камеру к спинному плавнику белой акулы длиной 4,5 метра у берегов острова Ганцбай в Южной Африке, и то, что она сняла за 72 часа непрерывной съемки, перевернуло все, что специалисты думали об охоте этих хищников. Акула не металась хаотично в поисках добычи. Она методично патрулировала один и тот же маршрут вдоль подводного хребта, зависая неподвижно на глубине 20 метров и наблюдая за поверхностью снизу вверх, как снайпер из укрытия. Кожистая черепаха весом в 300 килограммов неспешно разворачивается у поверхности и уходит вниз. Камера на ее панцире фиксирует каждое движение. Именно так выглядели первые кадры, снятые в рамках проекта Национального управления океанических и атмосферных исследований у берегов Коста-Рики в 2019-м. Исследователи прикрепили легкий бокс с камерой к панцирю самки по имени Лагуна с помощью специального крепления на присосках, которое отстегивается автоматически через 48 часов. То, что сняла Лагуна за 2 суток, не укладывалось ни в одну существующую модель поведения кожистых черепах. Ученые предполагали, что животное будет охотиться на медуз в верхних слоях воды. Именно медузы составляют 90% рациона этого вида. Но камера зафиксировала погружение на глубину 900 метров. Рекорд для кожистых черепах, зарегистрированный на видео впервые. На этой глубине давление воды в 90 раз превышает атмосферное, температура падает до 2 градусов, и в объектив попал абсолютный мрак, который прорезала только биолюминесценция. Вспышки живых организмов, которых черепаха, судя по движениям головы, целенаправленно преследовала. На записи отчетливо видно, как Лагуна разворачивается в сторону светящейся точки, делает 3 мощных грибка ластами и заглатывает нечто, похожее на сифонофору длиной около метра. Колониальный организм. Родственник медуз, который сам является одним из длиннейших существ на планете. Этот момент длится 4 секунды. Ученые просматривали его снова и снова, потому что прежде никто не фиксировал охоту кожистой черепахи на такой глубине с такого ракурса. Но самый неожиданный эпизод съемки произошел не на глубине, а у самой поверхности на рассвете второго дня. Камера зафиксировала, как к лагуне приближается другая кожистая черепаха. Самец, судя по более плоскому панцирю. 2 животных плыли параллельно друг другу на протяжении 40 минут, синхронизируя движение ластов с точностью до доли секунды. Биологи не смогли однозначно объяснить это поведение. Кожистые черепахи считаются одиночными животными, и подобная синхронная навигация ранее не описывалась ни в одной научной работе. Крепление отстегнулось точно по расписанию. Бокс с камерой всплыл на поверхность, передал сигнал на спутник, и через 6 часов исследовательское судно подобрало его в 70 километрах от точки старта. Лагуна за 2 суток прошла именно такое расстояние, двигаясь в направлении Галапагосских островов строго по прямой, как по невидимому компасу. Тунец весом 120 килограммов разгоняется до 70 километров в час, и камера на его спине снимает все это изнутри. Японские исследователи из Токийского университета морских наук в 2017-м прикрепили миниатюрный регистратор к голубому тунцу прямо в открытом океане у берегов префектуры Нагасаки. Операция заняла меньше 3 минут. Рыбу не вылавливали, не усыпляли. Специальный арбалет выстрелил крепежной присоской с расстояния 2 метров с борта лодки. Первые кадры показали то, чего не ожидал никто. Тунец не охотился в одиночку. Камера зафиксировала плотный косяк из примерно 800 особей, движущихся в идеальном строю. Расстояние между рыбами выдерживалось с точностью до нескольких сантиметров на скорости свыше 40 км в час. Гидродинамики, изучившие запись, установили, каждая рыба в косяке использует завихрение воды от соседней, снижая собственные энергозатраты на 30%. Это живой двигатель, где каждая деталь питается от движения другой. На 3-м часу записи произошло то, ради чего весь эксперимент и затевался. Косяк атаковал стаю сардин. Камера на спине тунца сняла атаку изнутри. С точки зрения хищника, 800 тунцов одновременно ускорились и врезались в шар из нескольких тысяч сардин со всех сторон. На видео видно, как сардины мгновенно сжимаются в плотный серебристый шар диаметром около 5 метров. Инстинктивная защитная реакция, которая в данном случае не спасла ни одну из них. Тунцы методично разбивали шар, заходя по очереди, пока от косяка сардин не осталось ничего. Вся атака заняла 4 минуты 20 секунд. Но самым неожиданным на записи оказался не момент охоты, а то, что последовало после. Насытившись, тунцы не разошлись. Косяк перестроился и начал двигаться строго на север со скоростью 8 км в час. Вдвое медленнее обычного крейсерского темпа. Камера зафиксировала, как несколько рыб периодически выходят из строя, поднимаются к самой поверхности и снова возвращаются в косяк. Исследователи назвали это поведение навигационными всплытиями. Предположительно, тунцы ориентируются по положению Солнца, и для этого им нужно видеть границу воды и воздуха под определенным углом. Крепление отстегнулось через 22 часа. Камера всплыла в 180 километрах от точки старта.
Когда исследователи просмотрели полную запись, они обнаружили еще один необъяснимый эпизод. Примерно на 16-м часу съемки весь косяк из 800 рыб одновременно, без видимой причины, резко ушел на глубину 200 метров, пробыл там ровно 7 минут и вернулся на прежний горизонт. Никакого хищника рядом не было. Никакого изменения температуры воды в этот момент приборы не зафиксировали. Что именно заставило 800 тунцов синхронно нырнуть и вернуться, осталось без ответа. Камера уходит вниз, и свет исчезает полностью на отметке 200 метров. Именно это зафиксировал регистратор, прикрепленный к патагонскому клыкачу у берегов Антарктиды в 2021. Клыкач, рыба длиной до 2 метров и весом до 100 килограммов, является одним из немногих позвоночных, которые регулярно опускаются глубже километра в поисках пропитания. Новозеландские биологи из Института водных и атмосферных исследований прикрепили камеру к самцу, помеченному спутниковым маяком 3 неделями ранее, когда тот попался в исследовательскую сеть у берегов острова Макуори. Запись началась на глубине 80 метров. Рыба держалась у дна подводного хребта, медленно двигаясь против течения. Уже через 20 минут клыкач начал погружение. Камера фиксировала изменение цвета воды, синий сменился темно-синим, затем фиолетовым, затем на экране осталась только абсолютная чернота, которую изредка прорезали вспышки биолюминесценции. На отметке 600 метров датчик давления зафиксировал температуру воды минус 1,8 градуса, ниже точки замерзания пресной воды, но соленость не дает океану превратиться в лед. На глубине 850 метров камера поймала первую добычу. В объектив попало существо, которое биологи первоначально не смогли идентифицировать. Светящийся организм диаметром около 40 сантиметров, похожий на медузу, но с жесткими щупальцами. Клыкач атаковал его без разгона, просто открыв пасть на долю секунды. Следующие 2 часа камера фиксировала методичную охоту на глубине от 800 до 1100 метров. Рыба двигалась вдоль дна, поднимая облака осадка, и поглощала все, что попадалось: мелких кальмаров, донных ракообразных, фрагменты органики, медленно оседающей с поверхности. Но на 1200 метрах запись изменилась. Клыкач резко остановился. Камера показала, как рыба зависла неподвижно над бездонным провалом, край подводного каньона, уходящего еще глубже. Датчик зафиксировал, что клыкач провел в этой точке 17 минут без движения. Биологи, просматривавшие запись, поначалу решили, что крепление сдвинулось и рыба погибла. Но затем в кадре появилось объяснение. Из темноты каньона медленно поднималось нечто крупное. Камера зафиксировала силуэт длиной не менее 3 метров с характерной формой головы. Антарктический клыкач значительно крупнее патагонского, и именно такой экземпляр поднимался из глубины прямо навстречу помеченной рыбе. 2 клыкача зависли друг напротив друга на расстоянии около метра. Запись зафиксировала этот момент в течение 4 минут. Затем крупная особь развернулась и ушла обратно в каньон. Помеченный самец немедленно начал подъем. Исследователи интерпретировали этот эпизод как территориальный контакт. Крупная рыба обозначила границу своего участка, и меньшая особь отступила. Прежде подобное поведение у клыкачей фиксировалось только по косвенным признакам. Теперь оно было записано на видео с расстояния 1 метра. Камера отстегнулась на глубине 200 метров при подъеме и всплыла через 40 минут. Полная глубина погружения составила 1230 метров. Новый задокументированный рекорд для патагонского клыкача. Запись длилась 19 часов 8 минут. Дельфин выпрыгнул из воды на 2,5 метра. Камера на его спине сняла горизонт, небо и снова уходящую вниз поверхность океана за долю секунды. Этот кадр стал одним из самых узнаваемых в материалах проекта, который Австралийский институт морских наук запустил у берегов Западной Австралии в 2018-м. Камеру прикрепили к самцу афалины по кличке Стрела, животному, которое исследователи наблюдали на протяжении 7 лет и чьи маршруты были известны лучше, чем у любого другого дельфина в акватории залива Шарк-Бэй. Стрела немедленно направился к своей стае. 18 особей держались компактной группой в 3 километрах от берега. Камера зафиксировала то, как дельфины общаются на ходу. Животные плыли вплотную друг к другу, периодически касаясь боками и синхронно меняя направление без видимого сигнала. Акустические датчики на камере записали непрерывный поток щелчков и свистов. Каждая особь издавала уникальную последовательность звуков, которую исследователи впоследствии идентифицировали как индивидуальную сигнатуру, аналог имени. На 2-м часу записи стая обнаружила косяк кефали у мелководья. Камера сняла охоту с позиции одного из главных участников. 18 дельфинов разделились на 3 группы без какой-либо паузы и без видимой команды. 6 особей зашли со стороны открытого океана, 6 прижали косяк к берегу, еще 6 выстроились в линию параллельно пляжу.
Кефаль оказалась заперта в треугольнике длиной около 50 метров. Затем дельфины начали поочередно врезаться в косяк, оглушая рыбу ударной волной от резкого разворота тела. Прием, который биологи называют хвостовым ударом, но который прежде никогда не снимался с такого ракурса. На записи отчетливо видно, как оглушенная кефаль буквально вылетает на мелководье, и дельфины подбирают ее у самого берега, наполовину выбрасываясь на песок. После охоты произошло то, что заставило исследователей пересмотреть запись несколько раз подряд. Стрела отделился от стаи и направился к одиночному дельфину, державшемуся в стороне все это время. Камера зафиксировала, что у одиночки была заметно деформирована левая сторона тела. Старая травма, предположительно от столкновения с лодочным винтом. Стрела подплыл вплотную, коснулся носом бока травмированного животного и оставался рядом в течение 22 минут, пока стая кормилась без него. Биологи идентифицировали одиночку как самца по имени Крюк, которого наблюдали в заливе на протяжении 4 лет, всегда отдельно от любых групп. На 5-м часу записи стрела сделал нечто, чего исследователи не ожидали вовсе. Он нырнул на глубину около 12 метров, подобрал со дна морскую губку конической формы и насадил ее на нос. Именно так афалины залива Шарк-Бэй защищают раструм при рытье донных осадков в поисках зарывающейся рыбы. Единственный задокументированный пример использования орудий труда среди морских млекопитающих в дикой природе. Камера сняла весь процесс изнутри, дельфин тыкал носом в песок, поднимая облака мути, и каждые несколько секунд встряхивал головой, просеивая осадок. Через 8 минут он извлек небольшую камбалу, зарывшуюся на глубину около 20 сантиметров, и проглотил ее целиком. Камера отстегнулась через 26 часов. За это время стрела прошел 83 километра, поспал 4 раза по 20, по 30 минут, зависая вертикально у поверхности с закрытыми глазами, и дважды возвращался к тому месту у мелководья, где стая охотилась на кефаль, но рыбы там уже не было. Осьминог взял камеру в щупальца через 40 секунд после того, как исследователь положил ее на дно. Этот момент вошел в итоговую запись. Видно, как два щупальца осторожно обхватывают корпус устройства, ощупывают каждый миллиметр поверхности. Затем осьминог разворачивает камеру объективом к себе и несколько секунд смотрит прямо в линзу. Эксперимент проводила группа биологов из университета Окленда у берегов Новой Зеландии. В 2020-м они намеренно оставили незакрепленную камеру рядом с норой известного им самца, которого наблюдали на протяжении 8 месяцев. Осьминог не закрепил камеру на себе. Он утащил ее в нору. Запись следующих 40 минут представляет собой съемку изнутри логова осьминога с расстояния нескольких сантиметров. Камера лежала в углу норы, и в кадре постоянно присутствовали щупальца, манипулирующие различными предметами. Нора оказалась значительно сложнее, чем предполагали наблюдения снаружи. Несколько отсеков, разделенных стенками из камней и ракушек, в каждом из которых хранились разные объекты. В одном отсеке лежали панцири крабов, не менее 20 штук, аккуратно сложенных один на другой. В другом находились 2 стеклянных шарика явно искусственного происхождения и фрагмент синей пластиковой трубки длиной около 15 сантиметров. Биологи идентифицировали стеклянные шарики как рыболовные поплавки советского производства. Такие использовались на новозеландских рыболовецких судах до 90-х годов. Осьминог явно собирал их целенаправленно. Оба шарика были одного размера и одного оттенка зеленого цвета. Никакой практической функции эти предметы не выполняли, они просто хранились в отдельном отсеке норы. Через 40 минут осьминог вынес камеру наружу и оставил ее на краю норы объективом вверх. Следующие 3 часа камера снимала вход в нору с неподвижной позиции, и эта часть записи оказалась не менее ценной, чем съемка изнутри. За 3 часа осьминог совершил 4 вылазки. Первые 3 были охотничьими. Он уходил на расстояние до 8 метров от норы, возвращался с крабом или моллюском, поедал добычу у входа и снова уходил. 4-я вылазка была другой. Осьминог двигался медленно, менял окраску каждые несколько секунд, переходя от песочного к темно-коричневому и обратно, и явно что-то искал на дне. Через 12 минут он вернулся с небольшим плоским камнем серого цвета и внес его в нору. Биологи вернулись на следующий день и оставили рядом с норой набор предметов. 3 камня разного цвета, пустую ракушку, небольшое зеркало в пластиковой оправе и кусок красной ткани. Камера зафиксировала реакцию осьминога на каждый предмет. Камни он обнюхал щупальцами и не тронул. Ракушку занес в нору немедленно. К зеркалу подошел, увидел собственное отражение, мгновенно сменил окраску на максимально темную, защитная реакция на незнакомый объект. И отступил на полметра. Затем вернулся, снова посмотрел в зеркало, на этот раз без смены окраски, и провел щупальцем по поверхности стекла. Зеркало он в нору не взял. Красную ткань осьминог схватил, несколько секунд держал в щупальцах, затем выбросил в сторону и ушел обратно в нору. Камеру исследователи забрали на 3-й день. Осьминог к тому моменту снова переместил ее. Она лежала в 2 метрах от норы, наполовину засыпанная песком, объективом точно в направлении входа в логово.
Зеленая черепаха весом 180 килограммов неподвижно лежала на дне лагуны на глубине 4 метров. И камера под ее панцирем снимала все, что происходило снизу. Крепление установили не сверху, как в большинстве подобных экспериментов, а снизу между передними ластами, объективом вперед и вниз. Такой угол съемки использовали впервые. Биологи из Гавайского университета хотели понять, как именно черепаха выбирает место для отдыха и что происходит под ее телом во время многочасового лежания на дне. Эксперимент проводился у берегов острова Малакаи в 2022. Первые 2 часа записи показали то, что происходит под черепахой, пока она спит. Камера фиксировала дно лагуны с расстояния около 20 сантиметров. Участок кораллового песка примерно метр на метр, который черепаха накрывала своим телом, как куполом. За 2 часа под панцирем побывали 3 небольших рыбы-губана, которые методично обследовали кожу черепахи в поисках паразитов, краб-отшельник диаметром около 5 сантиметров, проползший через все пространство под панцирем из одного края в другой, и небольшой угорь, который высунулся из норы в песке прямо под черепахой, несколько секунд осмотрелся и убрался обратно. Когда черепаха проснулась и начала подниматься, камера зафиксировала момент, который биологи не могли воспроизвести в лабораторных условиях — отрыв от дна. 4 ласта одновременно уперлись в песок и мощным толчком подняли тело весом 180 килограммов. Подъем занял менее секунды, и облако взбаламученного песка накрыло объектив на несколько секунд, пока черепаха уже уходила вверх. На поверхности черепаха сделала вдох за 1,4 секунды. Датчик зафиксировал точное время и снова пошла вниз. Камера сняла погружение снизу. Сначала поверхность воды с преломленными лучами солнца, затем постепенное затемнение по мере увеличения глубины. Черепаха выбрала новое место на глубине 7 метров. Участок с зарослями морской травы. Камера зафиксировала, как животное опускается точно на край зарослей и начинает есть, не вставая. Голова уходит вниз, отрывает пучок травы у основания, голова поднимается обратно под панцирь, и процесс повторяется. За 40 минут кормление черепаха не сдвинулось с места ни на сантиметр. Самый неожиданный эпизод записи произошел на 6-м часу. К черепахе подплыла рифовая акула длиной около 1,5 метров. Белоплавниковая, типичный обитатель лагун. Камера под панцирем зафиксировала момент контакта. Акула прошла вплотную под черепахой, буквально в 10 сантиметрах от объектива, и провела рылом по нижней поверхности панциря. Черепаха не шевельнулась. Акула прошла еще раз, на этот раз медленнее, затем остановилась прямо под черепахой и зависла неподвижно на 30 секунд. Биологи интерпретировали это поведение как исследовательское. Акула проверяла объект, но не воспринимала черепаху как добычу. Взрослые зеленые черепахи такого размера находятся вне пищевого интереса рифовых акул. После ухода акулы черепаха наконец сдвинулась с места и направилась к берегу по строго прямой траектории. Камера снимала дно, проплывающее под панцирем. Сначала морская трава, затем голый коралловый песок, затем полоса камней, покрытых водорослями. На глубине 1,5 метра черепаха остановилась, и камера зафиксировала причину. Прямо по курсу на дне лежал крупный кусок рыболовной сети, запутавшийся вокруг коралловой головки. Черепаха изменила курс на 90 градусов, обошла препятствие и продолжила движение к берегу. Крепление с камерой отстегнулось автоматически через 8 часов после установки. Кит Горбач длиной 14 метров развернулся прямо под исследовательской лодкой. Камера на его спине сняла днище судна с расстояния менее 2 метров. Этот момент едва не стал концом всего эксперимента. Кит мог протаранить лодку хвостом при развороте, но прошел точно между корпусом и поверхностью воды, не задев ничего. Камеру прикрепили к самцу у берегов Аляски в 2019 в рамках совместного проекта Орегонского государственного университета и Национального географического общества. Крепление на присосках рассчитывалось на 24 часа, но отстегнулось раньше, через 17 часов 32 минуты. За это время камера зафиксировала 3 полноценные охоты на сельдь методом пузырьковой сети. Прием, при котором несколько китов координированно выдыхают пузырьки воздуха под косяком рыбы, создавая цилиндрическую стену, которую рыба не пересекает. Съемка изнутри этого процесса оказалась первой в истории. На записи видно, как помеченный самец уходит на глубину около 20 метров, разворачивается и начинает двигаться по спирали вверх, непрерывно выдыхая воздух. Пузырьки на камере выглядят как серебристая стена, поднимающаяся со всех сторон. Косяк сельди над головой кита сжимается в плотный шар. Камера фиксирует этот момент снизу, и серебристая масса из тысяч рыб выглядит как живой потолок, меняющий форму каждую секунду. Затем кит открывает пасть. Камера снимает этот момент изнутри происходящего. Огромная пасть шириной около 3 метров раскрывается, вода вместе с сельдью устремляется внутрь, и весь косяк исчезает за долю секунды. Один заглот, и кит поглотил несколько сотен килограммов рыбы. Язык кита давит на китовый ус, выдавливая воду, и камера фиксирует, как поток воды уходит через пластины уса в разные стороны, а рыба остается внутри.
Весь процесс от открытия пасти до закрытия занял менее 2 секунд. Между охотами кит вел себя неожиданно. На 4-м часу записи он лег на бок у поверхности и оставался в этом положении 41 минуту. Камера смотрела в бок, в кадре была только поверхность воды сверху и синяя толща снизу. Датчики движения зафиксировали полное отсутствие активности. Биологи идентифицировали это как сон. Киты спят именно так, дрейфуя у поверхности в неподвижности и просыпаются каждые несколько минут, чтобы сделать вдох, после чего снова засыпают. На 9-м часу записи произошел эпизод, который исследователи не смогли однозначно классифицировать. Кит начал производить звуки, не обычные навигационные щелчки, а длинные низкочастотные последовательности, которые акустические датчики фиксировали как пение. Одновременно камера показала, что кит начал двигаться строго вертикально вниз, не охотиться, поскольку сельди на этой глубине не было, а просто уходить вниз, продолжая петь. На глубине 180 метров он остановился, завис вертикально головой вниз и пел в течение 23 минут. Затем поднялся на поверхность, сделал несколько вдохов и немедленно начал 3-ю охоту. Акустики расшифровали запись пения и установили, что кит повторял одну и ту же последовательность сигналов 18 раз подряд без каких-либо вариаций. Такая точность повторения нетипична для китового пения, которое обычно постепенно меняется от цикла к циклу. Ответного сигнала от других китов датчики не зафиксировали. Ближайшая группа горбачей находилась в тот момент на расстоянии не менее 40 километров. Кит пел в абсолютном одиночестве на глубине 180 метров, повторяя одну и ту же фразу снова и снова, и никто не отвечал. Камера зафиксировала удар в 2000 ньютонов. Именно такое усилие развивает укус большой барракуды, и именно оно пришлось прямо по объективу. Корпус камеры выдержал, линза треснула, но запись продолжалась. Этот эпизод произошел у берегов Флориды в 2023, когда группа исследователей из морской лаборатории Майни установила незакрепленную камеру на коралловом рифе на глубине 18 метров, не на животном, а именно на дне, объективом вверх, чтобы снять поведение хищников над рифом с нижней точки. Барракуда появилась в кадре на 43-й минуте записи. Серебристое тело длиной около 1,20 сантиметров зависло над камерой неподвижно. Ровно так, как барракуды зависают перед атакой. Рыба смотрела прямо в объектив. Исследователи, просматривавшие запись впоследствии, насчитали 12 секунд полной неподвижности. А затем барракуда атаковала камеру со скоростью, при которой тело превращается в размытую полосу. Удар, треск. Изображение на секунду пропало и восстановилось, уже через трещину в линзе, которая разделила картинку на 2 неравных фрагмента. Барракуда отошла на 3 метра, развернулась и атаковала снова. Второй удар сдвинул камеру с места, крепление вырвало из кораллового основания и устройство упало на бок. Теперь камера снимала риф горизонтально, и в кадре была видна барракуда, медленно кружащая вокруг упавшей камеры на расстоянии около 1,5 метров. Рыба совершила 7 кругов за 3 минуты, не приближаясь и не уходя. На 4-й минуте к барракуде присоединилась вторая. Крупнее, около 1,5 метров длиной. 2 рыбы зависли над камерой параллельно друг другу. Затем меньшая резко ушла в сторону, а крупная в тот же момент атаковала снова. 3-й удар пришелся по боковой поверхности корпуса. Камера перевернулась и теперь снимала вверх тормашками. Кораллы сверху, открытая вода снизу в кадре. Обе барракуды были видны. Они зависли над камерой и наблюдали. То, что произошло дальше, превратило эту запись в самый просматриваемый материал из всей серии подобных экспериментов. На риф пришла 3-я барракуда, длиной не менее 170 сантиметров, с характерным темным пятном за жаберной крышкой, которое биологи используют для идентификации особей. Эту рыбу исследователи знали, она держалась на данном участке рифа на протяжении 3 лет и никогда прежде не проявляла агрессии к исследовательскому оборудованию. Крупная барракуда подошла к камере вплотную, и объектив через трещину в линзе снял ее глаз с расстояния около 5 сантиметров. Вертикальный зрачок, желтая радужка, абсолютная неподвижность. Рыба смотрела в камеру 7 секунд. Затем она открыла пасть, и камера зафиксировала зубы барракуды в деталях, которые прежде были доступны только на музейных препаратах. 2 ряда игольчатых зубов длиной до 3 сантиметров, загнутых назад так, что все попавшее между ними не имеет шанса выйти обратно. Барракуда закрыла пасть, не укусив, развернулась и ушла. 2 другие рыбы последовали за ней. Камера пролежала на боку еще 4 часа до конца записи. За это время риф жил обычной жизнью. Над треснувшим объективом проплыли косяк рыбы-хирурга, мурена, высунувшаяся из щели в коралле и немедленно убравшаяся обратно, и крупный омар, который прошел прямо по корпусу камеры, не обратив на нее никакого внимания. Барракуды не вернулись. Когда исследователи подняли камеру, они обнаружили на металлическом корпусе 3 четких следа от зубов, каждый глубиной около миллиметра в нержавеющей стали.
Все эти записи объединяет один факт. Ни одно из животных не вело себя так, как предсказывали модели, составленные до начала съемок. Акула охотилась как снайпер из засады, черепаха ныряла на глубину, считавшуюся для нее недостижимой. Тунец синхронно нырял без видимой причины. Клыкач отступал перед более крупным сородичем в полной темноте на глубине километра. Дельфин использовал орудие труда и возвращался на пустое место охоты дважды. Осьминог коллекционировал стеклянные шарики одного цвета. Кит пел 18 раз подряд одну и ту же фразу в абсолютном одиночестве. Барракуда оставила следы зубов в нержавеющей стали. До появления миниатюрных камер, которые можно прикрепить к животному или оставить на дне, все это было либо неизвестно, либо описывалось, в лучшем случае, по косвенным признакам. Наблюдение с лодки или с аквалангом меняет поведение животных. Они реагируют на присутствие человека и ведут себя иначе. Камера на спине или на дне не пахнет, не движется самостоятельно, не создает звукового фона. Животное забывает о ней в течение нескольких минут и возвращается к обычной жизни. Именно поэтому зеленая черепаха спокойно спала, пока под ее панцирем краб-отшельник пересекал личное пространство размером метр на метр. Именно поэтому осьминог вынес камеру наружу и установил ее объективом ко входу в нору. Не потому что понимал назначение устройства, а потому что перестал воспринимать его как угрозу и начал обращаться с ним как с любым другим предметом в своем окружении. Именно поэтому барракуда атаковала объектив. Она видела свое отражение в линзе и реагировала на незнакомый блестящий объект так, как реагирует на любую потенциальную добычу или угрозу. Совокупность всех этих записей изменила несколько устоявшихся научных представлений. Кожистые черепахи официально получили новую максимальную глубину погружения. 1230 метров вместо прежних 800, зафиксированных только по данным спутниковых меток, без визуального подтверждения. Поведение тунцов при навигационных всплытиях вошло в учебники как подтвержденный механизм солнечной навигации. Если вам интересно, как еще животные реагируют на мир вокруг, или вы просто хотите увидеть, что делали наши подводные операторы, загляните на наш сайт wideori.com. Кто знает, может там вы найдете ответ на вопрос, почему осьминоги такие крутые. Ссылка в описании. Территориальный контакт клыкачей на километровой глубине стал первым задокументированным свидетельством социального поведения у этого вида. Но главным итогом всей этой серии съемок оказалось не какое-то конкретное открытие, а общий вывод, который сформулировал руководитель новозеландского проекта с осьминогом. Океан, который мы описывали последние 100 лет, был океаном, наблюдаемым снаружи. То, что происходит внутри, в норах на километровых глубинах, в темноте антарктических каньонов, под панцирем спящей черепахи, мы начали видеть только сейчас. На сегодняшний день подобные эксперименты проведены более чем на 120 видах морских животных в 23 странах. Суммарный хронометраж всех записей превышает 40 тысяч часов. Расшифровано и проанализировано из них менее 15%, остальное ждет своей очереди на жестких дисках в лабораториях по всему миру. По оценке исследователей Орегонского университета, в необработанных материалах содержится не менее 200 эпизодов поведения, которые не укладываются ни в одну существующую классификацию. Белая акула у берегов Ганцбая все еще патрулирует тот же маршрут вдоль подводного хребта. Камеры на ней больше нет, но она об этом не знает.